Белоудов Леонид Николаевич, работа астронома в Петербургском университете. Работа астронома не совсем обязательно заключается в том, чтобы смотреть в телескоп, а заключается просто в изучении Вселенной, не как целого, а отдельных объектов. То есть Солнце, звезды, планеты. При этом данные планеты получаются из телескопов или космических аппаратов, а сам человек может там никогда к телескопу не подходить или обслуживанием космического аппарата не заниматься, а заниматься там теоретизированием, обобщением этих знаний. Вот достаешь книжку, не понимаешь, что внутри, начинаешь ее листать, и дальше уже как бы формируешь какой-то первичный на ее взгляд, вторичный, и потом уже выходишь на обобщение. То есть, так сказать, познание данное в процессе. Вот, кстати, вот к вопросу о восприятии, это же вообще белое. То есть это, видимо, специально сделано. Я скажу там, что... я же когда открываю книжку, я же даже не знаю, что это книжка по современному искусству или содержащая объекты современного искусства. Я даже не знаю, что тут не будет подписи. Я предполагал, что будет подпись, то есть я ничего этого не знаю. Про эфир. Видимо, понятие эфира. Облака. Вот облака. Да, с этого начинается книга еще до заголовка. Вот облака. Другое дело, что облака постепенно затуманиваются. Да, вот тенденция к закату и к сгущению облаков, что тоже, конечно, выдает некий пессимизм художника. Тенденция прослеживается. Попытки гадать, они довольно, конечно, такие вольные, но тем не менее он вдохновлялся неким соотношением просто пространства в его философском смысле. Пространство как то, что объемлет предметы, не пространство его свойства. То есть пространство, это понятно, что там 3 измерения и все такое, но пространство его взаимодействия с различными предметами, при этом предметам приняты, и природным, и искусственным, преданы, я смотрю, отчетливо геометрические формы, либо их взаимосвязь. Прямо показано, как тут, их аналогия. Либо здесь звезда, даже непонятно, естественного происхождения или искусственная, либо здесь, Поэтому-то слово эфир оказывалось таким хорошим, потому что пространство, само понятие пространства, оно со временем менялось. Оно, нам кажется, сначала с закруглением на горизонте, потом оно стало у нас прямоугольным, потом оно стало эйнштейновским, и было удобно использовать термин эфир каждый раз как некую универсальную среду, обнимающую это пространство. То есть и сейчас, например, выяснилось, что есть в мире какая-то сила на наших масштабах очень-очень слабая, а на масштабах галактик она вырастает до очень больших величин, которая расталкивает пространство в стороны. Это называется космологическое расширение. И эту силу тоже, в принципе, можно назвать эфиром. То есть все, что существует повсюду и действует там на все, грубо говоря, это можно назвать эфиром. А можно просто назвать, что там у пустоты есть такое-то свойство. Просто мы не природа, скорее человеческое сознание, не терпит пустоты. И когда мы говорим, что свойство пустоты в том, чтобы расталкивать все тела в сторону, нашему мозгу кажется, что в этой пустоте что-то есть. Кто-то расталкивает. И если, говорю, с точки зрения это еще раз посмотреть на рисунки, именно, то здесь тема пустоты, она, конечно, присутствует. Например, наугад открыл, антрацит, опять-таки, данный в каком-то пространстве. Это ведь не небо, это пространство. Причем здесь подчеркнуто стремление к неизведанному, на мой взгляд, какое-то стремление к неизведанному, стремление, к прогрессу и в то же время какие-то трудности. Окружающее пространство, если оно не пусто, оно нам подыгрывает. Сопротивляется, в смысле, и является неотъемлемой частью композиции. Тут нет утверждения, ничего не может быть здесь ложным или истинным, потому что нет утверждения, которым можно как-то обсуждать. Здесь есть некий образ, посвященный восприятию понятия эфира в его философском значении.